Доброго всем времени суток, добро пожаловать на канал Таро Гадание Инфо. Спасибо вам за вашу поддержку, лайки, подписки, комментарии, спасибо. Тема сегодняшнего расклада. Какой мужчина хочет с вами поговорить и о чем? К чему может привести этот разговор? Для начала, девочки, делаю вашу сигнификацию. Если резонирует, вы себя узнаете, значит смотрим расклад до конца. Один вариант. Смотрим, внимательно слушаем, думаем и помним, что вне зависимости от кого бы то ни было или чего бы то ни было, в том числе от результатов этого расклада. Расклад общий помним, девочки. Мои хорошие, в любом случае нужно любить себя, искать себя, никогда не сдаваться. Вы только вы творец своего счастья. Итак, какая девочка пришла на расклад? Какая вы? Да что же это тут такое? Ведьмочка, которой разбили сердце. Токсичное проявление какого-то павлина, который подсунул свинью, девочки. С этим павлином у вас... Ой, тут карта оппозиция. Ну, мягко говоря, недопонимание вышло, да? Ладно, шучу. Выяснение отношений, тут конфронтация. Тут вы что-то пытались ему донести, этому товарищу, он вам. При этом на вашей стороне сила по этой карте идет. При этом карта невозможно. Невозможно то ли быть вдвоем, то ли невозможно уже было вам терпеть вот эти проявления. Все-таки вот эта карта говорит о том, что вы надеялись, что с этим мужчиной вы можете построить самые какие-то там сказочные, прекрасные взаимоотношения. Это подарок такой. А подарочек вам вместо подарочка свинью подложили. То есть или вы получили не тот формат, на который вы надеялись, взаимоотношений, да, то ли в принципе как будто бы все обернулось совершенно не так. Или тут человек оказался, ну, знаете, подмена понятий. Влюблялись в одного, а по факту человек потом открылся для вас с другой стороны совершенно. И тут токсичненько, ядовито, то есть его проявления были болезненны для вас. У кого-то это обесценивание вашей любви, ваших эмоций, да, у кого-то это какие-то качели, манипуляции. Невозможно, может быть, у кого-то трудно реализуемые отношения, формат какой-то такой, да, у кого-то отношения порицаемые в обществе, то есть, может быть, кто-то не свободен. Павлин у меня часто проигрывается, если характеристика на мужчину, то мужчина себя любит, ставит на пьедестал, обожает. В первую очередь его потребности закрываются. На первом месте он такой, знаете. Мужчина привык к тому, что он востребован. Мужчина привык блистать где-то даже, да. Опять-таки вот это оперение, павлин. Я всегда говорю, у павлина есть вот этот фасад, да, вот красивое оперение, и тыльная, задняя сторона, которую лучше никто бы никогда не видел. Так вот этот мужчине очень резко, когда вот градация, да, такая, он показывает, транслирует там свои какие-то достижения, заслуги. Может, он действительно чего-то достиг, он там ресурсный, но он на этом делает такой акцент, знаете, тем самым как будто бы привлекая еще больше женщин, еще больше какое-то там восхищение вот к себе притягивая, но при этом мастерски камуфлирует вот какой-то негатив, который у каждого из нас есть теневая сторона, да, но у него просто за счет этого яркого оперения вот как будто бы акцент на это, на все его достижения, а там какие-то не очень красивые истории, его какие-то, может быть, истории там, его проявления, его поведения, поступки его какие-то, это остается все в тени, да, потом это все со временем может вылезти наружу, но так и происходит. И вот эта разница такая существенная, да, вот, как будто бы это вообще для многих это как ушат холодной воды, да,
ты видишь его одним, а оказывается человек абсолютно, ну, другим, ну, то есть такие какие-то нюансы. Если бы изначально вы знали, что этот человек может там поступать как-то так, как он поступает, то бы не влюбились, не были бы так очарованы им. Вот тут вот об этом все. Так, вы у меня ведьма, ведающая, обладающая тайными знаниями, женщина, увлекающаяся эзотерикой, психологией. Женщина, кстати, у кого-то прям сподвигла обратиться, может быть, Таро, да, опять-таки, увлечение. Это разбитое сердечко. Может быть, искали ответы на вопросы, которые не могли найти там в обычной жизни, да, поэтому пошли опять-таки в увлечение психологией, эзотерикой. Вот такая ваша сигнификация у меня, девочки, вышла. Подпишись на канал и поставь лайк. Итак, какой мужчина хочет с вами поговорить? О чем? Какой мужчина хочет с вами поговорить? О чем и к чему может привести этот разговор? Какой мужчина хочет с вами поговорить? О чем? К чему может этот разговор привести? Какой мужчина хочет с вами поговорить? О чем этот разговор? И к чему? К чему это может привести? Давайте начинаем. Какой мужчина хочет с вами поговорить? Ух! Узнаете? Недавно было токсичненький. Так, мужчина. Ох, мужчина, рядом с которым, скорее всего, вы чувствовали себя вот такой музой яркой, харизматичной. Вы для него этой музой были. Так, а ну-ка, сейчас. Сейчас буду уточнять. Так, что это за мужчина? Так, мужчина. Это он в вас влюблен? Это вы? Хочет поговорить. Ну вот смотрите, история. Скорее всего, этого мужчину в прошлом, как минимум, вы в него были влюблены. По крайней мере, вы свое сердечко ему открывали. Ключик. Вы пытались к нему найти, подобрать этот ключик. Может быть, влюбить его. Хотели, чтобы он к вам испытывал те же эмоции, которые вы к нему испытывали. Он тут проигрывается у меня хитрой лисичкой. Еще и соперница, девочки, вышла. Этот мужчина, скорее всего, почему хитрая лисичка? Ну, скажем так. Может быть, у него был еще запасной вариант и аэродром, как говорят. У кого-то недоразведен, да, у кого-то мужчина между двух женщин выбирал, колебался и заколебал всех, да. Так, хитрая лисичка, ну вот не зря почему-то он тут токсичный. Ну вот смотрите, вышла опять на, я спрашиваю, токсичность в чем? Карта зелья. В кубке не истинная любовь, не вино любви, а это суррогат, подделка. То есть я подозреваю, вы искренне с этим мужчиной планировали серьезные взаимоотношения. Тут любовь, свое сердечко открывали. Рядом с ним вы почувствовали себя такой, а ему это льстило, ему... Но этот мужчина себя прекрасно ощущал, и
Тут вот муза, вы вдохновляли его. Это карта женщины очень харизматичная, энергетически наполненная. Она эту энергию пропускает сквозь себя и дает мужчине подпитаться. А мужчина тут у меня проигрывается. Видите, тут я уточнила карта мужчина. Мужчина мог проявлять себя, знаете, таким довольно-таки властным. Мужчина, который старается контролировать все, руку на пульсе держать. В принципе, мужчина, для которого очень важно. Тут карта гиперопека. Ну, я не знаю насчет опеки, но тут уже контроль. Видите, тут фигурка, ну, тут женская фигурка, и она держит вот тут под юбочкой, это такая как решетка, и там ребенок сидит. То есть это такой тиран, деспот. Это где-то человек, для которого норма. Вот я сказал, так будет, и так будет. Если ты не согласна, мы тебя вычеркиваем, да, что-то из этой серии. Но в принципе он привык, что всегда все происходит по большому счету вот, по его. Вот так как-то, как он сказал, так и получается, так и будет. Так. Какой мужчина? Какой мужчина? Ну, опять лиса у меня выходит. Вот смотрите, лиса, и я спрашиваю, тут карта очищения, о чем это? Тут безденежье, карта солнце, соперница. Девочки, и опять у меня, я спрашиваю, о чем это? Карта трио и лиса хитрая. Тут до последнего мужчина мог утаивать там наличие, еще раз повторю, кого-то еще помимо вас. Или вы знали, да, допустим, что там кто-то у него в его жизни есть, допустим, ну, соперница ваша, тут еще раз соперница. Но смысл вот этих карт, как будто бы мужчина на самом деле понимает, что взаимоотношения с вами, они не могут в таком формате развиваться, или вас это не устроит. Может быть, вот он даже частично и скрывал, карта лиса, истинную картинку, да, вот его взаимоотношений с какой-то другой женщиной. И он понимает прекрасно, что отношениям с вами нужно очищение. По-другому они должны были как минимум развиваться, продолжаться. Тут как будто бы вот совершенно по-другому. Опять-таки, тут мог выбирать и до конца так и не выбрать. Так, очищение, безденежье. Ну, не знаю, давайте так я прочитаю. У кого-то, если мужчина там женат, хронически женат, да, и у него налаженный быт, да, зона комфорта, тут мужчина очень болезненно относится к перспективе потерять, может быть, часть имущества, безденежье, в принципе, зависим материально. Ну, не хотел бы он терять, да, свою там долю, недвижимость, уж яхты, пароходы, что-то тут такое. У кого-то детки, солнце тут все-таки, и соперница, может быть, детки общие. У кого-то это просто проиграется как мужской эгоизм. Хочу иметь все и ни за что толком не отвечать, да. Ладно, не буду тут на мужчину наговаривать, ну, как минимум на 2 стульчиках, табуреточках он тут пытался усидеть все-таки, девочки. У кого-то тут очень много карт, говорящих об этом. Ну, такое меня. И тут, скорее всего, карта подозрения. Подозрение, вы уже начали подозревать, догадываться, что, может быть, там, если мужчина как-то утаивает что-то, там не все вам говорит. Тут, скорее всего, отношениям уже такой какой-то период такой случился в отношениях. 100% нужно очищение, нужно по-другому их выстраивать, пытаться как-то дальше простраивать. Так, давайте посмотрим, о чем, собственно, разговор, да? Какой мужчина мы посмотрели, о чем он хочет с вами поговорить. Павлин, балерина.
А мужчине без вас плохо. Мужчина хотел бы поговорить с вами, но тут как-то, знаете, тут как-то не особо, честно говоря, это все искренне. Объясню, о чем это. Он вас считывает, он как говорит, ты с одной стороны для меня это как глоток свежего воздуха, тут карта букет, вот как цветок, мечта, где-то идет ваша идеализация. Тут с вами связаны какие-то у него романтические какие-то вот такие впечатления. Тут с одной стороны, и он вас воспринимает, говорит, вы как ангел-хранитель. Может быть, когда вы рядом с ним находитесь, то у него и дела лучше идут, и в принципе как будто бы все хорошо. Ладно, тут история о том, что о чем он хотел бы с вами поговорить. Может быть, о том, что вы сейчас даете мало ему, совершенно по карте жадина, даете каких-то эмоций, поддержки. Может быть, тут, видите, тут карта жадины, тут ангел-хранитель. Если раньше вы, может быть, больше энергии, внимания ему уделяли, то сейчас, скорее всего, по вот этой карте баланс вы стараетесь как минимум какой-то нейтралитет держать, да? Может быть, вот эту всю энергию, любовь, нежность себе дарите. Или он подозревает, что кому-то другому. Тут такое, как будто бы у него даже претензия к вам какая-то. Вот тут вот по карте Павлина изначально человек не хотел бы потерять свое лицо, не хотел бы показать себя заинтересованным в вас, не хотел бы показать то, что он где-то уязвлен. Тут как будто бы вашей какой-то позиции, вашими какими-то проявлениями, или в данном случае, может быть, абсолютными непроявлениями в его сторону. Тут даже что-то тут карта сердца, приворот, сейчас я уточню. Скорее всего, он тут как претензия даже, он своего рода, он говорит, ты стала эгоистична. Корону нацепила, черная кошечка в руках, может быть, увлечение таро, психологией, эзотерикой, вот это ж все сюда, ведьмочка. Тут могут быть такие какие-то, знаете, разговоры. Другое дело, насколько он просто искренне, он не готов, по-моему, этот человек искренне озвучивать сами как претензии, понимаете, вот это вот он не готов. Он может разговаривать с вами тут на тему карта сердца, приворот, может говорить о том, что ты мое сердце, как это сказать, ты меня приворожила, да, вот так вот можно сказать, украла мое сердце. Ну, тут такое вот, как будто бы он видит вас женщиной, которая меняется и в лучшую сторону для себя меняется. Но эти перемены, они его беспокоят, они его задевают. Они как будто бы сподвигают его то ли по-другому проявляться в отношении вас, то ли в принципе как бы дают ему понять, что сейчас как будто бы вы какие-то то ли правила устанавливаете. Ну, как будто бы так, как раньше было, уже так не будет. Так. Ну да, тут показана женщина по карте звезда. Тут идет к своим каким-то мечтам. И по карте лестница вверх, вверх, вверх куда-то идете, что-то там чем-то заняты. Тут, скорее всего, он хотел бы, знаете, между прочим, как-то напомнить о себе. И при этом по карте Павлин он хотел бы этот фокус внимания на себя все-таки оттянуть. Хотелось бы, чтобы вы, вот тут как балерина, да, на этих пуантах стоит, равновесие держит. Так вот, ему бы хотелось, чтобы чуть-чуть, как бы, будто бы больше туда ему энергии, внимания уделяли. Я спрашиваю, ты готова открыто, как будто говорить? А тут, девочки, ну как вам сказать, я думаю, тут все-таки какие-то как манипуляции, потому что тут третий фактор, он сохраняется.
никуда не делся. У кого-то, если мужчина не свободен, есть ребенок, может все вот, знаете, из той серии «ты мне очень интересно», но тут карта вода, может рассказывать о том, что влюблен в вас, испытывает к вам эмоции, но при этом третий фактор, почему-то ребенок у меня тут вышел, сохраняется. То есть фактически ты женщине этой предлагаешь, что ты ей можешь предложить? Девочки, формат воровство. Прискакал, взял от вас какой-то ресурс, в данном случае провел очень ярко там вечер, ночь, ускакал. В ответ ничего толком не дал. Ну, если вас эти форматы устраивает, это ваш выбор. Ну, тут вот просто конкретно задан вопрос, конкретный ответ. Просто тут тоже, как будто бы мужчина то ли привык к тому, что вы там восхищенно на него смотрели, обожали, может, прикладывали сами какие-то усилия для того, чтобы он, в свою очередь, на вас обратил внимание. А тут, скорее всего, вы уже как будто бы подуспокоились, где-то своими делами заняты, и он это все прекрасно считывает. Ему хотелось бы тут любыми способами вернуть вот это ваше обожание. Так, ну это так, между строк. На самом деле готов рассказывать о том, какая вы замечательная, тут мечта идеальная. Ну, мы же все читаем между строк, да? Собственно, к чему этот разговор может привести? Давайте посмотрим. Ух ты! А к тому, что и в прошлом было. У вас уже в прошлом, смотрите, карты повторяются. Тоже карта оппозиции, и там свинью подложили, просто местами поменялась. И карта всадники с другой колоды. А к чему оно может привести, этот разговор? Ну вот, смотрите, карты. Ни к чему хорошему. Вы прекрасно уже понимаете, вам такой подарочек не надо, свинью подложили. Оппозиция. Скорее всего, вы четко можете озвучить свои какие-то пожелания, ну, я не знаю, насчет требований в любовной сфере, какие требования. Нет, скорее всего, озвучить свое видение этой ситуации. При этом мужчина все-таки попытается вам где-то, ну, я не говорю, что на уши лапшу навешать, но где-то как-то закамуфлировать. А вы, скорее всего, захотите прояснить ситуацию. При этом карта всадник, она там выходила на всадник, это, ну, и воровство, да, тоже. Прискакать, получить, что хотел, ну, собственно, как будто бы вы можете это озвучить и сказать, мне это вообще не интересно, спасибо, конечно. Тут карта айсберг, кладбище, крысы с глаз, к чему может привести? Скажем так, мужчина заинтересован в том, чтобы, опять-таки, какую-то только часть какой-то истории о себе рассказать, да, опять утаивается очень много. Вот в этой карте айсберг, он только верхушечку, он готов этого айсберга как бы показывать и раскрывать свои даже пожелания, да, какие-то. Вот как будто бы опять очень много тайн, недоговоренностей. А вы говорите, меня это все достало, я больше не хочу в эти игры играть. Зачем я буду себе жизнь усложнять? И карта крысы, скорее всего, вы уже тоже прекрасно осознаете, что если вы доверитесь этому мужчине, ну, откроете опять свое сердечко, это, знаете, как крысу поцеловать где-то. Это в любой момент вам за спиной могут, ну, прилетит этот бумеранг, кинжал помеж лопаток. В любой момент вы сами себе можете выкопать яму, приблизив этого человека, да, проблемы себе создав. Ну и карта с глаз, тут я буду считывать так, знаете, как будто бы вы чуть ли не, ну, осознанно можете от этого всего откреститься и сказать нет, спасибо, и где-то сдалека наблюдать за этим человеком и лишний раз находить подтверждение тому, что спасибо, это вообще не мои форматы, это не мой человек.
Уже, к сожалению, наверное, но тут уже приходит осознание того, что больше я не хочу вот эти повторять. Мне таких подарочков не нужно. Тут у меня так вот идет. Такой расклад, девочки, получился. И да, не забудьте подписаться, кто еще не подписан. Подписка, лайк, колокольчик, можно комментарий. Ну а те, кто уже подписаны и все это делают, большое вам спасибо. Умнички.